Друзья, я вас всех приветствую. Это 4-я серия проекта Рывкачи 2.0 Live, где я вам рассказываю о том, как прошел наш 100-дневный автопробег по территории нашей страны. И в этой серии мы с вами проедем от Екатеринбурга через всю Сибирь до Дальнего Востока, окажемся на Сахалине и вернемся в результате в Москву, где пройдут соревнования. И это 4-я серия. Не забывайте, что вас ждет еще одна серия, 5-я, которую мы посвятим югу нашей страны. Поэтому пристегивайтесь, подписывайтесь и погнали! Сразу хочется сказать, что этот приезд в Екатеринбург для меня был не в первый раз. Я уже был там, приезжал и в гости, и на соревнования по кросслифтингу, и на семинар. Один раз в тяжелоатлетическом зале, другой раз в фитнес-клубе, тогда еще Ешанькин фитнес. Город я видел, мне его показывали. Короче, город классный. Если кто не был, то обязательно советую вам там побывать. А в этот приезд мы начали с посещения Центрального парка, где местные тяжелоатлеты, Союз тяжелоатлетов России, организовал показательные выступления, куда съехались все местные тренеры, детишки, и они пытались вот этими вот показательными выступлениями привлечь новых занимающихся. И глядя на них, я вспомнил, что меня тренер тоже раньше таскал на подобного рода мероприятия. Я тогда, если честно, не понимал, зачем это, но я ездил. И это причем было не только организовано для молодых спортсменов. Я помню, что наравне с нами выступал тогда и Максим Агапитов, который в то время или чуть позже стал чемпионом мира. Сейчас он является президентом Федерации тяжелоатлетики России. И Борис Буров с нами ездил, это участник Олимпийских игр. Короче, серьезные ребята наравне с молодыми пацанами на стадионах поднимали штангу, завлекали. Вот тогда я, если честно, прям вот помню, не понимал, зачем это происходит. Сейчас, и пообщавшись с тренерами, и вообще полностью вот, как бы пытаясь понять, что вообще происходит, мне кажется, что все это еще работает. Главное, чтобы это было в нужное время, в нужном месте. И тогда это совпадет. Поэтому, ребята, вам за инициативу огромное спасибо. Желаю вам удачи. И затем, после показательных выступлений, мы поехали на встречу с парнями из клуба «Ратиборец». Эти ребята, ну, действительно такие и драйвовые, куражные, и идейные. Интересно было с ними пообщаться, послушать их видение на разные процессы. Поэтому, ребят, рад с вами познакомиться. Надеюсь, еще раз увидимся. И удачи в новом году, реализации всех ваших поставленных задач и идей. Весь следующий день мы провели в CrossFit Carver, где у нас со Славяном проходил очередной семинар по тяжелой атлетике. Надеюсь, ребята, вам все понравилось. Спасибо большое, что пришли. Вот. И на следующий день мы рванули в Челябинск. Помню такой момент, мы едем по трассе, все так зелено, симпатично, лес по краям, сверху голубое небо. И вот в такой вот шахте впереди начинает появляться, как сейчас это слово-то, я даже не знаю, откуда оно и пошло, но Мордор, вот этот вот Мордор начинает потихонечку появляться. Город, из которого торчат трубы и над которым такой вот смог. Я жил в Таганроге 15 лет, и там тоже достаточно много предприятий и вот этого брутального такого вот вида, но, видимо, из-за того, что я жил
там долго как-то на это особо не реагировал. Ну и, собственно, в Москве, в Московской области таких мест тоже предостаточно, но, наверное, из-за того, что мы ждали Челябинска, вот, собственно, как и Тагила, а плюс еще под впечатлениями Нижнего Тагила, вот мы ждали Челябинск, и когда вот он начал приближаться, и вот как-то это так все было оформлено, то мы даже, помню, сделали фотографию, хотя она, конечно же, не передает той картинки и тех эмоций, которые мы в этот момент испытывали. Ну, уже в самом Челябинске мы посетили 3 зала. Первый зал находится на базе Южноуральского государственного университета. Нас там встретили руководители местной федерации, все показали, рассказали. Видно, что зальчик свеженький, только после ремонта. Если я правильно понял, то университет закупил как раз таки и помосты, и штанги, и блины. Короче, сейчас это все выглядит прям, ну, очень хорошо, очень свеженько. И ребятам, которые уже там занимаются или в будущем будут там заниматься, им, конечно, очень повезло и желаю только им удачи. А вот следующий зал, куда мы приехали, такие залы у нас принято называть так вот по-ласковому атмосферные залы. И в таких залах всегда хочется провести, лично мне, да, больше времени, потому что там очень много чего есть посмотреть, поразглядывать, таких каких-то раритетных вещей, раритетного оборудования. Ну, короче, мне эта тема вся нравится, но я не знаю, если это правильно вот эту вот романтику навязывать и пытаться как-то заразить нынешнее молодое поколение, да, потому что у них свои стандарты хорошего, плохого, своя картинка в голове. А вот для нас, в кавычках, так скажем, старперов, тех, кто начинали свой спортивный путь или когда-то вообще занимались просто в подобного рода залах, вот для них, конечно, для нас, как я, собственно, про себя как раз таки рассказываю, для меня в таких залах находиться приятно. Хотя я понимаю, что, конечно, в наше время это ни в какие ворота. А вот следующий зал, куда мы заехали, это зал, где тренировался Михаил Кокляев. Этот зал я видел очень часто по его роликам, и скачалки с его, и просто где он тренировался. Мне, конечно, интересно было туда приехать. Мы там, я помню, хорошо потренировались, и протяжечку поделали неплохую, и тягу. Вот. Ну и, конечно же, мне хотелось с его тренером пообщаться, порасспрашивать вообще про тяжелую атлетику в регионе и, конечно же, про то, как Михаил Кокляев начинал свой путь тяжелоатлета и каким он был в самом начале его пути. Из вашего опыта, какие самые лучшие времена были для Челябинской школы? Какие годы? Для Челябинской школы это были времена где-то 80-е до 2000 года. Это относительно результатов? Да, результаты были. И базы? народ был, просто детей было много. Ну, воспитанников было здесь больше. А потом уже как-то вот это Кокляев появился, значит, он уже начал, вечером пришел, может записаться. А я еще ему говорю, конечно, можно, вот сейчас тебя, говорю, Игорь Борисович запишет, говорю. Ну, записал он. Ну, он, по крайней мере, с ним тренировался там, значит, потом, значит, мы стали вместе с ним, то есть он тренировать, и я его начал уже тренировать уже. Ну и все время до конца уже я его тренировал. Было что-то особенное в нем с самого начала? В силе, в поведении? Было. У него, он вообще такой был настойчивый, ну, он стремился. А у него стремление было всегда поднимать и поднимать. То есть он тренировался и тренировался. Он тренировался днем и ночью, в любое время. То есть он тренировался и утром, и вечером мы тренировались с ним. У него, вот, если бы, я не знаю, что случилось, но если бы, допустим, он бы продолжал бы, и почему-то у него вес не рос. Вот в чем дело. Если бы вес у него вырос достаточно килограммов, как в этот момент, то, что он начал с Руменом заниматься, вот до 160, я считаю, что он бы килограмм бы 230-270 сделал. Разговор у нас был, чтобы поднять вот эту сумму. Миша всегда жаловался, что гриф короткий. Вот, да, руки длинные, плечи раздался, плечи стали широкие. Ага. Если вы говорите про тот же вес, который у него был, но гриф сделать подлиннее. Да, подрыв у него получался все время ниже. То есть, если бы
был бы он длиннее, он бы подтягивал его к себе. А когда, в каком возрасте ему стало грифа мало? Это Не он- с самого же начала? Да не, у него, по-моему, с начала был гриф, он всегда Серьезно? маленький, да. Потому что он длинный был, Мгм. высокий. А потом все, все хуже и хуже, надо ему был длиннее гриф нужен. На его вот этой вот волне успеха, скажем так, в тяжелой атлетике, отразилось ли как-то это на численности занимающихся? Шли люди на него? Да, когда он занимался, здесь, по крайней мере, людей было гораздо больше. Просто у нас, ну, в то время, может, даже и был народ даже. Но на него все, это пример был. Это единственный, который в данный момент даже и в Челябинске он был. Это единственный человек, единственный спортсмен, с которого брали пример дети все. Вы знаете, что тренеры, как обычно, детей набирают, в школы ходят, выступают со своими воспитанниками на всяких днях города. Мишу таскали по всем этим мероприятиям? Да, Миша сам даже ходил по школам, да. По крайней мере, в какой школе он учился, он оттуда ребят приводил нам все время. В этом плане он молодец был прям. Когда он ушел в Стронгмен, как вы на все это дело Да не, смотрели? мне стало, конечно, это вот честно противно даже. Даже так? Да, я думал, что Миша будет до конца. И думал, что он будет тренировать. То есть вы думали, что он перейдет потом в тренера? Да, я думал, он будет тренером, Серьезно? и тренером, у него тренировать он мог. Он просто, и ребята к нему шли, тянулись к нему. Может, этим никогда не поздно заняться? Просто он как бы Миша-то? свой тренерской деятельностью. Да я думаю, ну не знаю, по крайней мере, я бы ему советовал, чтобы он занимался. Не, ну кроссовки на крыше я еще как бы приемлю. Славик, ну носки, блядь. Не, ну, Славян, это too much, блядь, серьезно. Я, конечно, понимаю, ты у нас носочный король, но давай, убирай нахрен. Вообще, вот сушка вещей в момент автопробега, это была, наверное, одна из самых больших проблем. Стирать вещи мы в гостиницах, конечно, успевали, а вот сушить или досушивать приходилось уже в машине. Когда мы ехали, то вещи, если мы их не забыли достать из пакетов, разбрасывали по задней части машины, в багажнике. А уже так по-серьезному просушить ребята пытались тогда, когда мы были в каком-то пункте назначения, когда я работал, снимал вот эти мои долгие интервью с людьми, а пацаны уже по машине все это дело развешивали везде, по торпеде, по рулю, где только можно, да, это поначалу так было. А уже потом, видимо, разошлись и, собственно, сушили даже на машине, собственно, что вы и могли увидеть. Следующий пункт нашего назначения был Шадринск. Это город в Курганской области, где около 75 тысяч жителей. Вот это, наверное, за всю поездку одно из мест, которое меня в плане тяжелой атлетики очень сильно удивило. Я вообще потом в конце, может, сделаю там топ-3 мест, которые прям меня приятно удивили. Вот Шадринск, в этой же серии мы доедем с вами до Иркутска. Это вот два места, которые меня удивили. Ну, надо еще будет вспомнить, по ходу вспомню, да. Но Шадринске, конечно, со штангой сейчас все хорошо в плане вот материально-технической базы. Очень все круто. У них в городе 4 зала. Они разбросаны по разным частям города. Залы укомплектованы и лейкой, и хорошими блинами. И прям все так, ну, прям чистенько, аккуратненько, да. И пообщавшись с ребятами, с тренерами, я понял, что у них уже как бы и молодых тренеров много, то есть с тренерским коллективом проблем нету, и с занимающимися проблем нет. Ну, прям вот прям все хорошо. И, конечно же, надо отметить, что эти изменения в лучшую сторону, я так понимаю, с разговоров начались при Кишкине Александре Степановиче, человек, который вот последние 4 года исполняет обязанности генерального секретаря Федерации тяжелой атлетики России, да. Сейчас он переехал в Москву, вот, а на хозяйстве уже непосредственно в городе сейчас находится Дмитрий Смирнов. Это многократный призер чемпионатов мира, Европы по взрослым, участник Олимпийских игр 96 года в Атланте. Ну вот, короче,
команда у них образовалась хорошая, и они вот прямо двигаются хорошо, поэтому, ребята, большие молодцы, удачи вам. Ну а как вообще считается, если где-то прибывает, значит где-то убывает. И убыло в этом случае в административном центре, в самом городе Кургане. И я так понял, опять-таки, из разговоров, что раньше в Кургане была тяжелая атлетика на очень хорошем уровне. Вот, и сейчас этот центр тяжелой атлетики, благодаря усилиям, опять-таки, ранее озвученных ребят, он сместился в Шадринск, а в Кургане остался 1 или 2 зала. Ну, зал, как мы уже ранее говорили, атмосферный, настоящий, тяжелоатлетический, но вот ребята сказали, что вот этой движухи какой-то им немножечко, к сожалению, не хватает. Но глаза горят, ребята занимаются своим любимым делом, поэтому вам терпения всем и удачи. Спасибо еще, что раз пригласили, организовали встречу. Вот. А мы дальше после Кургана рванули в Тюмень. Вообще, вот когда мы выставили свой график нашего автопробега, то вот одним из первых написал товарищ из Тюмени, сказал, что ребята, когда к нам приедете, там мы вам организуем. Ну, короче, так и было. Мы приехали, Тюмень вообще, говорят, так славится всеми этими горячими источниками и так далее. И вот, короче, у них такая тема, как один из видов бизнеса, эти горящие источники. Блин, ну это крутая тема. Я был, конечно, такой до этого, но здесь прям все сделано так классно. Вот в одном стиле, вот этот вот СССР, вот эти вагончики, кемпинг, гостиница. Вот гостиница очень мне понравилась. Объясню почему. Там на каждом номере висела табличка. И табличка не с номером этой комнаты, а с именем. И каждая комната была стилизована под какого-то персонажа, под какого-то героя. То есть, например, там Харламов. И вся комната была вот разграфичена со всякими картинками и так далее, именно вот с этим персонажем. В другую комнату входишь, другая табличка, другой антураж всей этой комнаты. Ну, это, короче, круто. Мне сразу представился Таганрог. Это же в Таганроге, в Академии Ригерта, это же тяжелоатлетическая база. И в каждой комнате, вернее, долгое время жил какой-то известный штангист, да, ну, и несколько, но не сам факт, у меня в голове это всплыло, что, вот, например, первый номер Андрей Чемеркин, потому что я помню, что он очень долго там жил, это всегда была его комната, и было бы прикольно, например, название на самой двери, там, Чемеркин, а внутри какие-то картинки висят с Андреем Ивановичем. Блин, ну это просто то, что у меня появилось в голове. Вообще, сам СПА, вот этот вот центр, он, конечно, ну, классный, и пацаны еще поляну накрыли. Единственное, что омрачало этот отдых, это то, что на следующий день у нас должен был быть полный день семинар, поэтому по полной программе гульнуть не получилось и пришлось идти спать. Вот, на следующий день мы, как профессионалы, проснулись, приехали, отработали. Вот, кстати, хоть и ребята там в этой части России и такие суровые, серьезные, да, но я вот помню этот семинар 100%, прям было очень все на позитиве. Короче, было классно. Спасибо еще раз, что пригласили. Эти хозяева зала, они, в принципе, одни из первых, кто написали и позвали в рамках автопробега провести семинар, поэтому рад был вас всех видеть. Надеюсь, увидимся еще разочек. И вот потом у нас после этого был такой длинный марш-бросок уже в Сибирь, к сибирякам, к серьезным пацанам. Мы об этом сейчас так полноценно поговорим. И на пути у нас был город Омск, где нас должен был встретить мой такой, один из основных моих соперников долгое время, Владимир Сморчков, и его тренер Анатолий Борисович Любимов. А кто это, кто это, кто это?
А ты в форме, что ли, я не пойму? Я всегда. Мы за тобой? Давай. Не изменился, да? Вообще. Он же из всей банды вступает единственный рекордсмен мира. Ну, если Пинджаняна не брать, наверное, да? А, да. Да, видно. Хороший зал. Хороший, да. Жаль, что мне не довелось тренироваться. Да. Ты не здесь тренировался? Нет. Это вот буквально года 3 здесь всего. Анатолий Борисович у нас, оказывается, еще изобретатель. Показал тренажер. Вова, мы с тобой, мне кажется, вдвоем только вот так вот много на козле качали. У меня 100 на 10, а у тебя 110 на 10, да? 110 на 5, да? О! Так, подтянул. Короче, наклоны через козла, по сути, да? Но только удобнее вес держать, правильно? Да, охрененно. Ой, спиночка как хорошо забивается. Ой, хорошо. Сколько надо сама весить уставить? Вот у меня считай как гриф 20 килограммов. Какой гриф там, не знаю, сколько на весе. Побольше, конечно. Если он так вот... Хорошая штука, еще не запатентована. Но Анатолий Борисович готов это обговорить. Ну, если Дима запатентует... Плохо, equipment. Мне уже патентовать место там надо. Хороший. Не, хороший, прикольно. Кто сделал вашу команду известной как специалисты по рывку? Кто вот стал этим рывкачом? Ты такой весь одаренный. Анатолий Борисович мастер пиара просто. Серьезно? Да я шучу, но я не знаю. Ну просто откуда вот этот вот рывок он пришел? Все-таки ты такой весь одаренный, подготовленный был к этому? Или Анатолий Борисович чего-то такого секретного научил? А мой первый тренер, он... Тоже рывкач? Почему? Я не знаю сейчас. Ну почему-то у него все спортсмены, ну не все, конечно, но кто был гибкий, да, вот они все хорошо рвали. Гибкость у кого была. А кто не умели рвать за счет отсутствия гибкости, там, они толкали хорошо. Ну, я не знаю, почему так получилось. Я смотрел просто на одного парня, там, с которым я тренировался, на его рывок. Как бы он был для меня ориентиром. Я смотрел на него, как он что делает, вот, и как-то неосознанно перенимал все это. Пройдя вот эту спортивную карьеру, что и уже закончив, что для себя считаешь такими самыми главными соревнованиями? Те, от которых ты действительно кайфанул, получил удовольствие? Что ты для себя такое выделяешь? Ну, я кайфанул, например, на юниорском мире, где на 6 подходов сработал, да, несмотря на то, что я там не выиграл, второе место занял, да, но у меня такое ощущение уверенности появилось, что у нас просто в поселке, например, ну, даже близко не было каких-то там спортсменов. И для меня это на контрасте, короче, это все. Ты уже звездой вернулся такой, да? Да. Ощущал себя звездой, да? Конечно. Не, я такой скромный ходил, ну как бы, типа я не зазнался, там ничего, но в то же время. Внутри такое заигрался, да? Ну сейчас-то понимаю, конечно, что там было, да. Еще чемпионат мира в Турции в 2001 году. Где ты Когда? выиграл, да? Да, то есть он настолько был такой, ну можно сказать, я не ожидал, например, да, что я вообще туда поеду.
за год, например, даже, да? То есть за год я вообще не видел себя на каком-то таком помосте. А тут раз в год как-то все так быстро произошло. И даже до последнего момента никто не особо не верил, что я туда поеду. Так получилось, что я поехал, потом еще выиграл там, да? Но в группе Б хотя, но все равно. Да, да, знаменитый момент, что ты из группы Б выиграл, да? Да, да, да. Это было круто. Ну, это Кстати, было были круто, еще да. такие ситуации-то в мире вообще? Когда-нибудь? Ну да, по-моему, были. Были, да? Ну после этого уже как-то все тяжелее пошло. После того чемпионата? Да. Ну, вообще, самое большое разочарование от спорта какое у тебя? Ну, я имею в виду, наверное, все-таки касаемо соревнований или каких-то там поехал, не поехал, поднял, не поднял. Вот какое самое большое разочарование? Ну, наверное, вот это 2004 год, этот отборочный турнир, когда... Ну, на тот момент разочарование. Как бы сейчас я как-то это... Отпустил эту ситуацию? Конечно. Как ты думаешь, что получилось неправильно у вас? Или вы все сделали правильно? Ну, не подвелись к этому турниру. Вот основная ошибка. То есть это должен быть главный турнир, не Олимпиада, а вот этот турнир нам должен быть главным. Потому что на Олимпиаду можно еще не поехать. Да. Не то, что не поехать, можно даже там вторым, третьим стать там на Олимпиаде, это уже было бы хорошо. Вот. А тут надо, почему-то была такая установка, что надо форму набрать сейчас и донести ее туда. То есть я не думал о том, что, например, я вообще не думал. Мое дело было тренироваться, да? Тренироваться и набрать хорошую форму, чтобы реализовать ее на Олимпиаде. Вот такие мысли у меня. Но то есть ты не предполагал, что если, например, ты плохо выступишь, не совсем удачно, или проиграешь ребятам на этом отборочном турнире, то тебя могут как бы из поезда высадить. Я же говорю, я не думал об этом до того момента, когда уже было поздно об этом думать. С Анатолием Борисовичем после этого общался? Именно касаемо вот этой ситуации? Ну, я ничего не выяснял такого. Что там, почему там. Произошло и произошло. Что теперь об этом говорить? Я так почувствовал, что не хотят, чтобы Вова попал на эту Олимпиаду. Когда вы почувствовали этот момент? Ну, когда на последних сборах, вот когда вот этот турнир придумали в Подольске, потому что мы готовились сразу только на Олимпиаду и все, и то есть не было подводки на это. А что вам давало уверенность в том, что вы уже там? Ведь билетов не было, аккредитации не было. Да, то, что бы давало уверенность, скорее того, что вот он первый, второй, третий год на чемпионатах мира выступал и Завоевал очки завоевал, то есть, и выступал уверенно, в принципе, он 4 раза был на мировых форумах и все разы в призах был, и 6 раз на Европе, и тоже ни разу не был, чтобы он в тройку призеров не попал, 2 раза выиграл Европу, и 2 раза второй, 2 раза третий, по-моему. Так, то есть можно сказать, что он был... как-то думали, мы, в принципе, готовились до этого, когда на Европу поехали в Киев, он на области прикинулся, он легко 200 порвал. И 30 не толкнул, правда. И не гоняли, ничего. То есть уже. А когда этот турнир придумали, мы приехали на сбор перед турниром, он 90, как будто, килограмм 150 рвал по 2 раза. И тут нас подцепили. Ты пройдись хоть маленько, пройдись маленько. Я чувствую, легко рвет. Я говорю, да не надо, он никогда не проходится. Пройдись. 205 взял, вырвал. И вот этот турнир... За сколько времени было до соревнований? До этого я так даже, может быть, меньше месяца, наверное. Он сразу заторопился, поехали домой. Я тут тоже маленько расстроился и все. Поехали домой, поехали так и уехали домой. И надо было все-таки уговориться, остаться на сборах. Зачем? Вдруг там тот же Писаревский спину травмировал. То есть могло что-то измениться. Это еще одна ошибка. Да. В одном из интервью, когда тебя журналист спросил, если бы была возможность вернуть время назад, что бы ты изменил в своей жизни и что бы ты сделал по-другому? Ты бы сказал, я бы тренировался еще с большей одержимостью, серьезнее относился к спорту, ответственнее. Сейчас, оглядываясь назад, думаю, что где-то я не доработал и что-то упустил. Когда я это прочитал, я сразу начал вспоминать тебя в тренировочном процессе, в бане, во сколько ты спать ложился, как ты там встал. То есть весь твой, так сказать, режим, да?
И я что-то не помню, где бы ты мог добавить. Потому что я помню, тренировка закончилась первая, быстренько что-то поел, летом на пляж, там зимой в Music Star, там всякий шопинг, там вечерняя тренировка Да, закончилась. может, мне вот этого и не хватало. Поужинал. То есть я не сидел на месте, я прям вижу там дискотеки. То есть вот это ты считаешь, что надо было сделать? Просто в чем именно твои вот эти вот Да нет, ну как сказать, ты размышления? просто от чего ты кайфовал, то ты и делал, правильно? Я не любил, например, такие движники там, да? Я даже в клубах там вот этих, ну, сколько я там раз был с вами. Ну ты под конец карьеры только раскачался, такой начал кайфовать от этого потихонечку. Да не то, что кайфовать даже, просто надо было что-то как-то хоть немножко встряхнуться, да. Ну в тренировочном процессе, вот что бы ты добавил? Понимаешь, вот до 2001 года, я так тоже анализировал, я подозревал, что мне этот вопрос задашь. И до 2001 года я так анализировал, что я, наверное, любил больше тяжелую атлетику в себе, а потом стал любить себя в тяжелой атлетике, наверное, понимаешь? Вот это, наверное, основная проблема. То есть я понимал, я относился к этому как, ну, как к своему делу, как к работе, да, но я уже не кайфовал так, как вот до этого. Почему-то, ну не знаю, почему-то. Просто какая-то рутина? Да, что-то в этом рутинное, больше рутины добавилось, короче. То есть меня сборы уже напрягать стали вот эти постоянные. А как думаешь, почему? Где потерялась вот это вот, Ну, с кураж семьей, потерялся? с семьей, то есть меня не устраивало то, что я с семьей редко вижусь. Не хватало, короче, вот этого. То есть вот это какой-то напряг постоянный, знаешь, вот дома, например, приехал, для меня дома, я дома как на празднике, да, и потом этот праздник быстро заканчивается, и раз на сбор опять. В твоей спортивной карьере, получается, кто из соперников был? Я, Лапиков, Берестов, Писаревский, ну еще кого-то, да? Вот кто для тебя был самым раздражающим фактором таким? Я вот вас, как соперников, не воспринимал как именно какой-то больше, кто-то меньше раздражающий, да. Вы для меня просто были препятствия на пути к первому месту. Мне вообще пофигу было, там, кто там, Интересно. с кем готовился, с тем и вот так вот, да, бодался, да? Ну как, не то, что бодался, я же психологически как бы на тренировках никогда не бодался, правильно? Как в отличие от тебя. Ну, у меня соревнования начинались еще в зале. Да, ты там То есть начинал. я в зале уже, давил, да. пытался во всяком Да. случае. Как ты думаешь, вот эта твоя флегматичность, она тебе в общем в плюс была или где-то и в минус? Спорт это разве не вот это, блин? А у меня была такая, знаешь, какая-то установка, что я должен аккумулировать вот эти эмоции. И потом на соревнованиях где-то это выплескивать. Потому что я думал, если... То есть Я не понимал, как ты начинал там куражиться на тренировках, вот эти вот крики твои. И потом выступать пустым. Ну, мне казалось, что я буду пустой просто, если я вот так вот на тренировку буду куражиться, а на соревнованиях выйду. Ну, видишь, для меня это просто более естественно. Я сам По крайней себе мере, просто я в более эту эмоциональный. методику верил свою. Ага. Вот так вот. То есть Я ты поэтому... сдерживал себя специально, чтобы потом выдать, да? Да. Ну и плюс какие-то просто сам по себе ты более такой уравновешенный, нежели я там, да? Ну, может быть, даже это искусственно как-то у меня повелось. Это искусственно у тебя было? Ну, отчасти, наверное, да. Я понял. Не настолько я такой прям флегматичный. Я понял. Сейчас мы живем в такой век, что спорт это, в принципе, прям откровенно, помимо бизнеса, это еще и шоу. Ну, наверное, такой-то шоу-бизнес, наверное, уже, знаешь? Ну, конечно, это больше, да. И По вот крайней если- мере, не олимпийские виды, это уже шоу-бизнес. Да. Вот как ты думаешь, твоя манера выступления, она с зрителем Не нравилось, я думаю, не понравилось бы, не понравилась? я думаю, нет. Я в это не верил вообще тогда. Серьезно? Потому что я был воспитан первым тренером, да. То есть у меня были ориентиры, там, Захаревич Юрий, да, там, Храпатый, Курлович Александр. Они же выходили, они же были не артисты, правильно? Они чисто такие были, блин,
ну, они какие-то, ну, внутренне сконцентрированные на результат. На результат. Да, то есть внешне они вообще не думали, им пофигу там было. А если бы вот ты сейчас выступал, не тогда, когда ценились там больше килограмм, уже такой переходный период был, да, когда люди прям от реально протоколов, цифр и так далее начинали немножечко уже вот это шоу, потому что я уже, как ты сказал, искусственно сдерживался, я уже в какой-то момент начал искусственно и переигрывать, да, даже, знаешь. Вот если бы ты сейчас вернулся на помост, вот в данный момент. Ну а что, рынок диктует свои условия. Классно. Но та модель советская, на которой мы дотянули вот еще 20 лет, да, она не работает уже сейчас. Это абсолютно точно. Уже все, сейчас другое время. Короче, Вован, Модель, когда там просто когда от тебя нужен результат и все, да, это уже не работает. Надо, да, надо шоу какое-то делать, чтобы людей привлекать. сейчас следишь за тем, что происходит вообще вокруг тяжелой атлетики? Мировой, российской? Ну, так, отчасти, да, слежу. Я тебе говорил уже, что я немножко как бы отстранился от этого на какой-то период, чтобы как бы очистить сознание. Но все равно поглядываешь туда. Да, я стараюсь не вникать пока. Посмотрю там дальше, что будет. Это что, блядь, за наклейка такая? Кто ты там увидел? Что, блядь, такое? Инжир. Инжир, вон, блядь. Реклама чайханы, блядь. Что это, Вован? Вован как был правильный, так и остался. Не, да ты не этот, где телесного цвета. Я, говорит, туда даже не посмотрел. Вообще Вова за это время, вот сколько лет мы не виделись, он вообще не изменился. И внешне остался такой же, и по характеру. И, Вов, тебе большое спасибо, что уделил внимание, встретил и город показал. Конечно, там такие моменты по городу знаешь, как настоящий экскурсовод, поэтому, Вов, до новых встреч, спасибо тебе. Вот, и после Омска мы поехали в Новосибирск, это был такой долгий марш-бросок. И я помню, что полдороги я писал пост, касающийся Федерации тяжелой атлетики России, о том, что я все-таки решился баллотироваться на должность президента Федерации тяжелой атлетики России, а вторую часть этой дороги я пытался его выставить, потому что вот на этом отрезке прям очень хреново было с интернетом. Но помню, что на какой-то заправке он все-таки этот пост залетел, и дальше я уже пытался каждый раз обновлять, смотреть, как именно вот вы в комментариях на всю эту информацию отреагировали. Я немножечко уже говорил ранее о том, что до самого автопробега у меня были эти мысли, и я хотел в статусе просто Димы Клокова пообщаться с людьми, с спортсменами, с тренерами, руководителями, позадавать вопросы, поспрашивать какие-то вещи, послушать их и в то же время в разговоре озвучивать какие-то вещи, которые вот есть у меня, да, в голове, и смотреть их реакцию. И если в общем какой-то такой эмоциональный фон будет хороший, то в принципе я хотел бы попробовать. И вот, собственно, вот как сейчас помню, 13 августа я этот пост сделал, и, собственно, вот вы как раз-таки отреагировали на это очень хорошо. И для меня это было очень важно, потому что много лет, занимаясь своей вот этой вот всей медиа-историей и проводя всякие мероприятия, соревнования, в принципе, как раз-таки именно вот с вами в большей степени я работал. И вот эта вот оценка ваша меня потенциально в будущем статусе, вот это была важна. Вот, поэтому вам за это большое спасибо. А я, конечно же, понимал, что
ваши комментарии, они приятные, но они никакого отношения непосредственно к выборам не имеют. Голосовать будут абсолютно другие люди. И чтобы уже они проголосовали, тут должна была быть уже абсолютно другая работа, которая, собственно, и пошла вот где-то вот с этого момента. Эту работу начали делать вообще, ну, все члены там нашей небольшой команды, нашего предвыборного штаба. И вот на самом деле было интересно посмотреть, что люди говорили до объявления и как люди вели себя и что говорили после объявления вот этого вот решения. Поэтому это так было, конечно, в какой-то степени даже иногда и смешно, потому что буквально через, наверное, 5 минут после того, как я выставил этот пост, позвонил сначала один человек, потом другой человек, сразу начали проситься на разные посты. Ну, короче, я чуть позже, уже в 5-й серии, вообще про выборы конкретно поговорю. Просто сейчас хотелось это озвучить, потому что мы к дате этого поста подошли. А вообще мы двигались в Новосибирск, где было что поснимать, где много нас кто ждал, и штангисты ребята, и Иван Карелин, сын Сан Саныча Карелин. Короче, Новосибирск был, если я не ошибаюсь, 3 или 4 дня. Те, кто смотрел предыдущие серии, именно вот этого лайфового контента, могут заметить, что в этой серии я очень много говорю. И это действительно так, приходится немножечко импровизировать, и объясню почему. Уже сейчас, разбираясь во всем этом материале, я понимаю, что какой-то флешки у меня в арсенале нету. То есть я уже все и Славику, и всем позвонил. Ребята, где-то мы, короче, некоторый лайфовый контент профукали, поэтому вот сейчас мне приходится брать инициативу на себя. Дальше там пойдет все нормально, как, собственно, и в предыдущих сериях. Но, с другой стороны, знаете, когда мы въехали в Сибирь, то, в принципе, это специальное место. Здесь довольно-таки серьезные люди. И вот сейчас, просматривая все их интервью и вспоминая вообще все, что происходило, блин, они очень глубокие. И на самом деле, может быть, даже это и хорошо, что оно не разбавляется каким-то таким лайфовым видео, какими-то шутейками и так далее. Вот. Когда мы приехали в Новосибирск, то нас Иван Карелин разместил в гостинице, все. И на следующий день у нас была работа, мы поехали в Бердск под Новосибирском снимать зал. Зал советский, как положено, где можно абсолютно спокойно снимать кино про советскую тяжелую атлетику. Вот. Ну, хорошие, в принципе, хорошие помосты, потолки, ну, нормально, нормально. Затем мы заехали в Академгородок. Тоже там был такой небольшой зальчик. Мне запомнилось, что там много было прям вот блинов вот этих вот 70-х годов. Вообще, вот проехав все, я могу сказать, что в Сибири вот этих вот металлических блинов 70-х годов, их прям ну очень много. И в некоторых залах они прям нулячие, да. Сейчас мы чуть дальше об этом поговорим. Вот, мы поснимали этот Академгородок, и потом мы уже торопились, прям опаздывали в зал фитнес-клуб «Голливуд», где директором является президент Федерации тяжелой атлетики Новосибирской области, и там же проходят тренировки по тяжелой атлетике. Вообще в Новосибирске, я так понял, в самом городе тяжелая атлетика развита не особо хорошо. Она есть, но основная подпитка именно вот в виде спортсменов, да, перспективных членов сборной, она идет немножечко вот с других мест. И, собственно, именно в эти места мы и планировали поехать на следующий день. А этот день мы уже заканчивали такой хороший, сначала рестораном, потом полноценной дискотекой с караоке, где Славик, как всегда, отжигал. Славян вообще, если вот говорить, кто душа компании, вот, то это, конечно, Славян. Будь то караоке, будь то дискотека, будь то какое-то застолье, Славян, ну, конечно, number one.
снова красавчик, мне варит контент повар, охуенный хавчик. Я самый свежий повар, я задал тренд. Если ты не понял, это мой контент, это мой контент. Я бы выбить это сам, но я сверху все готов отсыпать как по старикам. Я не хам, не, ставишь лайк, не, я поднял себя как топов, я поднял себя. Наверное, с ним только мог посоперничать, это всеми вами любимый Вася Половников. Кстати, надеюсь, я его в скором времени увижу. И уже на утро после всей этой дискотеки мы приехали в спа-центр, вернее, Иван организовал для нас этот спа-центр, и началось все это с массажа в 4 руки. Профессионалы, пацаны сделали спортивный массаж. А вот если мы говорим про баню, в которую мы пошли после этого, то если вернуться на пару серий назад, я сказал, что лучшая баня была, конечно, здесь. Во-первых, само место красивое, сама баня, вот эти банщики, поляну, которую ребята накрыли. Ну, настолько все было круто. И именно вот в этот день я должен был ехать довольно-таки далеко, в 2-3 часа от Новосибирска, для того, чтобы снять тяжелую атлетику в Линёво и в Маслянино. Поэтому я зашел быстренько, попарился, быстренько поел, на все это глянул. И, короче, пацанов я там оставил. Вот, и Славика, и Димона, а уже с Александром, с фанатом тяжелой атлетики, такой наш товарищ хороший в Новосибирске, с ним мы поехали там 2-3 часа сначала в Линёво, вот в тот зал, где тренировался многими штангистами известный, да, наверное, всеми штангистами известный Вячеслав Ивановский. И вот именно этот зал для меня номер один в плане антуража, в плане вот этих вот эмоций от советских таких вот залов. То есть, если бы я снимал фильм про советскую тяжелую атлетику, то я бы поехал туда. Вот эти вот блины, вот этот вот приглушенный свет подвальный, вот это замкнутость, ну это, блин, это настолько круто. Там же, кстати, еще в этом же месте, только в другом подвале, в этом же здании, но рядышком была качалка с тренажерами. И вот если бы я снимал какой-нибудь бандитский фильм, то это тоже было бы там. То есть в одной части можно про штангу снять, в другой какой-то бандитский фильм. Ну, короче, место настолько атмосферное. Это прям очень круто. И, ребят, если вот у вас есть вот эти вот советские металлические блины, я бы с удовольствием их купил. Вот знаете, именно вот этим залом, находясь в этом зале, я загорелся и понял, что я бы хотел иметь такие блины в Клоков База Тим. Ну просто они какие-то вот супер эмоциональные. Мне, собственно, вот от них какая-то энергетика передается, поэтому если кто-то продает, ребят, напишите, я обязательно у вас их возьму. Ну и, собственно, именно в таком зале только и мог, наверное, вырасти вот этот самый харизматичный, самый такой прикольный, по оценкам предыдущего поколения, да и я, собственно, могу подтвердить, штангист, как Вячеслав Ивановский. Словак, ждем тебя с 9 утра. Слав, стол накрыт, Словак. Ой, какой ты огромный. Почему ты такой здоровый? Ну, я еще немножечко продолжаю. Хотя бы для себя. Брат старший привел. Сам пошел туда с друзьями тоже в секцию тяжелой атлетики и мне сказал, я там записался в штангу, а я говорю, а что это такое вообще? Ну, хочешь посмотреть? Ну, конечно. Ну, а что, особо досуга-то никакого не было. Лыжи да коньки. Что там, что-то снег кидать. Ну и все, и что, и получается, с того дня влюбился в это во все. Слушай, ну мне сказали, что сюда тебе приходилось довольно-таки далеко кататься-то. Да. 20-30 минут. Да ты что, это были условия вообще. Ну а что ты вспомни, эти года тяжелые, когда вот после распада Союза. Ну практически все же работало на, не знаю, там в полсилы, да. Даже автобусы ходили, еле-еле. Их нужно было больше ставить, потому что они были битком. С Искитима, чтобы доехать до Линёва, он, допустим, налегке, грубо говоря, неполной загруженности мог доехать там, не знаю, там за 30 минут, он доезжал за час, еле-еле эти лязы шли. Ты бы доезжал, колени у тебя уже вот такие были. Ну, уже уставал, ну, конечно. Потом еще ты пашешь. Утром делал тренировку там в Искитиме, вечером здесь.
Да тяжко все это было, не развито нифига. Это до какого возраста в этом зале тренировался? С 11 лет. И все время? То есть Нет. когда... После 2002 года в Искитим вернулся. Там друзья сделали, так сказать, бывший зал баскетбола, превратили его без меня, без моего участия в зал тяжелой атлетики. Сделали помосты. Ну, сейчас там опять тяжелой атлетики нет, сейчас он превратился в зал дзюдо. И там я и закончил свое существование как тяжелый атлет. То спина начала болеть, то колено начало. Травмы поналипли каким-то образом. Значит, что-то неправильно делал, наверное, скорее всего. Наверное, неправильно думал, мыслил. Не совсем жил 100% тяжелой атлетикой. Ну, значит, какие-то... Ходил в спортзал, как бы, ну, надо было, чтобы тебя туда тянуло. А последние года они были уже, если честно, уже какие-то трудноватые. Ну, кто-то, допустим, не ломается, да, а я, допустим, уже начал ломаться, но в плане колена, там, спина начала вылетать. Но ты все равно идешь по инерции в спортзал, потому что на каком-то этапе, кроме этого, ничего не умеешь делать. Идешь, потому что твоя работа это все это. А потом уже понимаешь, что становится уже бесполезно, бессмысленно, и уходишь уже с травмами и не выиграл то, что хотел. Вот так вот можно сказать. После чемпионата Европы, по-моему, в 2002 году, разрыв мениска. Ну, сделали операцию здесь в Новосибирске. Ну, может быть, я сам виноват, не знаю, надо было, мне говорил доктор, ты хотя бы минимум полгода отдохни. А я пошел через 2 месяца в спортзал опять. И повторный уже не разрыв, а удаление уже. Ну а сейчас это приводит к артрозу. Вот такая беда. Соревнования за соревнованиями проходят, и нарастает какой-то негативный опыт, что рано или поздно тебя просто больше не возьмут. А там уже не важно, да, вот это, болячки там у тебя, травма или что-то еще. Конечно, с этим багажом ты начинаешь думать о том, что будет с тобой дальше. Пойдешь ты работать либо на завод, либо ты сразу же, может быть, каким-то волшебным образом станешь бизнесменом. Ну, по крайней мере... У тебя что в голове было? Что думал делать, так вот, гипотетически? Да, я хотел работать сам на себя. Это было понятно, очевидно, что работать где-то на государственной службе, наверное, я не того склада характера, не того склада характера. И где-то самостоятельная какие-то заработки. Какие заработки, это уже было там, как сказать, по ситуации. Потом это все переросло как-то в большую. Где-то крутишься, больше работаешь, как в зале. То есть в зале больше работаешь, быстрее растешь. Правильно? Ну да. Да, то есть если правильно все делаешь, значит, ты подготавливаешься правильно. Так же и здесь. Какие-то связи пошли, там уже не спортивные, просто обычная жизнь пошла. Люди, которые никогда спортом не занимались, но занимались бизнесом, они помогли как-то маленечко там сообразить и так далее. Конечно, было сложно вот это все, вот эти переходные моменты. После того, что ты столько лет тренировался, да, потом ушел в профессиональный спорт. И подушечки, как ты сказал правильно, не было. Эта подушечка потом с болью и кровью создавалась, да. Мы всегда были немножко недоразвитыми почему-то, в хорошем смысле этого понимания. То есть, что это значит? Это не хватало денег, не хватало тренеров, не хватало дисциплины. То есть не хватало, чего там у нас, не хватало воли к победе у ребят. То есть разногласия какие-то, каждый живет свою жизнь. Да, не могут, допустим, ты назначишь какое-то время, не означает, что он приедет. Приедет, допустим, 10 человек ты обзвонил, приедет 6, 4 не приехало. Но это уже, как сказать, ты без левой руки работаешь. То ли это такой вид спорта индивидуальный, что ли. Я не знаю, как-то нет какой-то у нас какой-то общины такой, чтобы мы как-то общались, чтобы радовались друг другу там как-то. Ты не чувствуешь, какие моменты надо вот именно поменять, чтобы это изменить? Как изменить вот этот вот менталитет в тяжелой атлетике? А что ты сделаешь? С кем не общаешься, мы все это понимаем, и вот хочется докопаться до сути, откуда все это идет. Да откуда все это идет? Это от нашего народа все идет. Что тут говорить? Ну, мы же нация такая, что
мы какие-то суровые люди, так сказать. Но опять же, это не на всех, конечно, распространяется. Но не знаю, может быть, все это от бедности, не знаю. Может быть, это от того, что, может быть, нет образования там, не знаю, там, колоссального, чтобы это понять. Черт его знает. Это вообще вопрос такой субъективный, я скажу. О нем можно долго рассуждать. И ответа не найти. Вот я закончил уже тренироваться, сколько уже, давно уже, да, не буду говорить сколько. И до сих пор только стало, ну, пусть как бы это жалко не звучало, только хуже стало. Почему-то. Хуже стало. Ну нет, не развивается почему-то. Вот сама тяжелая атлетика не развивается, да, грубо говоря. Вот именно взять Новосибирскую область. И отношения в ней тоже не развиваются. Нет таких братских отношений, как, допустим, в борьбе, в боксе, грубо говоря. Они же там общаются, потому что они друзья. Они друг другу постоянно Тактильно. Да. А тут все, тут железо, холодное все, холодное. Возможно, вот ответ может быть. Хороший какой. Возможно, все идет от того, что тяжелая атлетика – это у тебя борьба с железом, а железо, она всегда холодная. Бездушная. Бездушная, да. Но к ней нужно относиться с душой. Нужно поднимать не просто руками и ногами, а душой нужно поднимать. Это, конечно, уже вопрос для экспертов. Круто. Все, кто в сборной когда-то был и когда-то тренировались, с кем всех тренеров, всем хочу передать привет. Жив, здоров, работаю, живу в Новосибирске. Вот Дима Клоков приехал, очень приятно. Позвали меня, встретились, записали интервью. Приятно. Спасибо, красавчик. Обычно, когда мы говорим про тяжелую атлетику, то мы говорим или про современных тяжелоатлетов, которые в данный момент выступают, да, оцениваем, там, критикуем их, хвалим их и так далее. Или мы живем воспоминаниями вот этого советского периода, времен 70-х, 80-х годов. А это и Василий Иванович Алексеев, и Давид Адамович Ригер. Да? То есть мы вот как-то вот так вот разделены. Но между этими двумя поколениями было еще поколение, таких как вот Вячеслав Ивановский, как Евгений Шишлянников, как Сергей Сырцов и так далее. И готовя вот этот проект «Рывкачи 2.0» в виде автопробега, я понимал, что я хочу до каждого из них доехать, до каждого из них добраться и записать это интервью, потому что про них действительно информации просто нет. Есть какие-то протоколы, есть какие-то отрывистые какие-то моменты соревнований, но мне хотелось их увидеть, и мне очень хотелось, чтобы вы их увидели, потому что это действительно крутые люди, они харизматичные, они много поднимали, это реальные крутые тяжелоатлеты. И вот то, что вы сейчас такие небольшие нарезочки из интервью видите, я просто хотел бы, чтобы вы это увидели, да. Вот. Но, естественно, интервью были намного длиннее, и со временем я их, естественно, выставлю для того, чтобы в YouTube эти видео были, и эти люди остались в истории российской тяжелой атлетики. После встречи с Вячеславом Ивановским мы поехали в поселок Маслянино, где работают два брата Халявины. До этого у них работал их отец, и они после него продолжили всю эту историю и очень успешно продолжили. Собственно, на их результатах, благодаря их результатам, был построен вот этот зал, который вы сейчас можете видеть. Это прям, хороший зал. Вы понимаете, да, что это современный зал, пусть даже и находящийся в поселке. И когда мы приехали на встречу, то на встречу приехали ребята, но это были реальные штангисты, прям такие с ногами, с плечами, и их было много. И я, собственно, до этого уже знал, что именно оттуда идет основная подпитка всей сборной Новосибирской области, и я просто это все увидел, да. Вот, ребята, короче, молодцы, желаю вам удачи. И уже ближе к вечеру мы вернулись обратно в Новосибирск, где встретились в ресторане и с Олегом Ченом, многим вам известным, да, и с Романом Власовым, это двукратный олимпийский чемпион по борьбе, и с Сан Санычем Карелиным. Короче, такой получился крутой ужин, крутое общение, очень было интересно. И на утро мы поехали в Томск, где нас ждал президент Федерации Томской области Александр, который рассказал нам и показал вообще все о тяжелой атлетике в городе. Есть
несколько залов, где проходят тренировки. Ну, залы эти находятся на базе вузов, так как наш город Томск, Сибирские Афины еще называется. Здесь у нас 6 университетов государственных. У университетов очень большая материальная база накоплена за все эти годы. Хорошие залы, инфраструктура. Можешь, вот, пока ты коснулся вот этой темы, что залы находятся в вузах, в чем плюс от этого для тебя, как для представителя тяжелой атлетики, и в чем минус того, что все залы практически находятся именно в вузах? Ну, плюсов здесь на самом деле не так много, да. Ну, плюсы, может быть, в плане набора какого-то, что студенты приходят через академические занятия, да. То есть я могу всю группу, допустим, 20 человек или 2 группы по 20 человек привести в зал тяжелой атлетики и сказать: ребят, у нас там атлетическая гимнастика, грубо говоря. И через вот это потихоньку привлечь их к тяжелой атлетике. Ну, тут нужно понимать, что студент в 18 лет, начав заниматься тяжелой атлетикой, он уже высоких результатов не покажет. Есть исключения, когда к нам приезжают в вуз уже подготовленные студенты. То есть ребята, которые в дюшках занимались в других регионах, в других странах часто очень, в Казахстане, например. Даже так? Да, с Казахстана очень много ребят приезжает. Кстати, Ваня Товкис, мастер международного класса, вот у него такая судьба была. Тоже он с Казахстана приехал сюда, уже был готовым спортсменом. Ну, уже был кандидатом в мастера спорта, и здесь его смогли до международника довести. И они тянутся сюда, потому что здесь именно вот эта вся университетская Уровень тема образования, очень развит, да, уровень очень, образования серьезный. да, очень высок, и очень много с разных стран приезжают. И вот с Китая много, но китайских тяжелоатлетов пока мы здесь не видели. Вот, а хотелось бы. Ну и вот в этом плюс, что бывает, приезжают готовые хорошие спортсмены, и они уже выступают за сборную команды Томской области. В этом, да, есть определенный плюс. Минусы в том, что на фоне вот этой подготовки в университете, на фоне тренировок в университетах как-то забывается проблема того, что у нас дюшек-то нету. И в учреждениях, где должна спортивная подготовка вестись, она не проводится. Куда дети могли прийти и где бы начать свой путь, да? Да, то есть мы начинаем, ну, вроде как бы смотрится все не так плохо. У нас вроде как бы есть тяжелая атлетика, все хорошо, но если глубже вот это вот копнуть, да, дело, ну, а элементарно проанализировав состав сборной команды. Сборная команда мужская на 80% укомплектована, а остальные юношеские, юниорские, это 10%. Вот. И мы сразу видим проблему, что нету дюшек, нету подрастающего поколения, молодых детей, 10, там, 12, 14 лет, они не тренируются. А по факту-то, то есть им вообще некуда прийти, и они не приходят? Или все-таки вы какие-то методы пытаетесь? Да пытаемся. 7 лет назад открыли отделение ДЮСШ в комплексной, отделение тяжелой атлетики в комплексной дюшке. ДЮСШ Победа такая есть. Вот. Ну, назвали это залом тяжелой атлетики. Ну, по факту это большой тренажерный зал, где стоят 2 помоста и ведется там спортивная подготовка. Но опять же уровень этой спортивной подготовки, да, тут нужно понимать, что руководитель федерации, он не директор спортшколы, он не начальник тренером. То есть хорошо, я вот считаю, что очень хорошо, когда федерации развиваются на базе дюшек. Причем специализированных спортивных школ. В Красноярске есть такая специализированная школа, в Кемеровской области. Есть возможность полноценно использовать всю инфраструктуру, да? Да, все резервы и ресурсы такой дюшки. Это и методисты, которые могут сделать заявочку, какие-то документы. То есть, как правило, директор спортивной школы нагружает методистов еще там по работе в федерации. Что-то это сделать, они часто пересекаются, работа федерации и работа специализированной дюшки. У нас в федерации все это делаю я, ну, либо мои как бы сподвижники и помощники, все на общественных началах. Я не понимал вообще, что такое работа федерации. Я на нашего предыдущего руководителя федерации, Земля ему пухом, я на него так нападал, ну что, как готовиться-то будем? Он, в смысле, как? Ну как, за чей счет? Опять подготовка на меня ляжет. Ну, хоть чем-нибудь помогите, давайте какие-то там движения делать, как вообще командироваться, как что. Ну, так жестко я с ним на правах там лидера сборной, вот так жестко с ним.
Потом, когда я стал руководителем федерации, я понял, что это очень тяжело, да, достать эти деньги, освоить их, реализовать. И я понял, в каких он условиях находился, под каким он давлением находился, давлением нашей общественности. Потому что я же не подбираю, в чем сложность работы руководителя федерации. Ты не выбираешь себе команду. Ну, я имею в виду не то, что команду-то ты все подбираешь. Да, Да, вот этот круг, да, с которым ты работаешь, ты его не выбираешь. Свое. Сообщество, оно уже есть, и ты от него никуда не денешься. И ты будешь договариваться с людьми, и будешь работать в их интересах, потому что они тренеры спортсменов. Нравится тебе спортсмен, не нравится. Нравится тебе тренер, не нравится. Написал ли он на тебя в прокуратуру заявление, послал ли он тебя на 3 буквы. Ты все равно работаешь в его интересах, потому что если этот спортсмен завоюет медаль, это будет плюс для томской тяжелой атлетики. Если этот тренер, условно, не придет и не, там, если этот судья не посудит, это будет минус. Если этот тренер не сделает там то или иное, да, опять же, это будет минус. Поэтому ты вынужден с ними работать, и ты будешь с ними договариваться. Вот ты правильно говоришь, многие не верят, что что-то можно изменить. Да, к ним но тоже на надо самом с деле пониманием относиться. Да, здесь понимание есть, я же никого ни в чем не да, обвиняю, да, и у нас на самом деле в Федерации позитив. Ты же был, мы проехали по всем залам, с людьми пообщались, везде позитив, нету ни с кем никакой войны, да. То есть мы со всеми договариваемся, понятно, у всех свои интересы, и я не могу быть для всех всегда хорошим, но я стараюсь интересы того или иного спортсмена и тренера не ущемлять, потому что я работаю в интересах тяжелой атлетики. Я не знаю, правда, насколько меня хватит. Может быть, когда-то я... Потому что много же таких людей, которые на энтузиазме шагали, а потом они сказали... И вот эти очки розовые, они спали, и они такие сели в сторонку. И говорят, все, мы перегорели. Мы перегорели. Я же многих... Ты почему вот это не делаешь? Ты почему вот это не делаешь? Ну, а потом я начал понимать людей. Потому что я сам устал, я честно скажу. Мне уже тяжко, я уже как бы это... Ну, все равно должен быть, это как вот Паша, да, лет 5 паханул, но все равно надо там несколько месяцев отдохнуть или годик отдохнуть, да, от тяжелой атлетики. Ну, годик не всегда получается, там пару месяцев хотя бы надо отдохнуть. А вот тут паханул 7 лет, вот 8-й закончится, и, наверное, я отдохну маленько. Тяжело. Спасибо тебе большое. Знаете, Александр хоть и говорил часто в момент нашего пребывания в Томске о том, что все как-то вот так трудно идет. И, собственно, в самом интервью он сказал, что как-то и подустал, и, может быть, и какую-то паузу надо сделать. Но, глядя на него, а мы провели, в принципе, вот с ним весь день, я почувствовал и как-то вот могу вам сказать, что именно на таких людях и держится тяжелая атлетика, в моем представлении. Они приходят в нее, когда они еще молодые, и вот всю жизнь они за нее бьются, за ее благополучие, и что-то мне подсказывает, какое-то внутреннее чувство, что Александр именно один из таких людей. Поэтому, Саш, я тебе хочу еще раз сказать большое спасибо за то, что уделил внимание, и, конечно же, пожелать удачи тебе и твоей команде. А еще мне очень приятно было встретить Дениса Федорова. Это тот человек, с которым мы очень часто выступали. Знаете, вообще бывают такие люди, которые вот всегда где-то около призов. Вот они там 4-е, 5-е места занимают. Ну вот так вот получается. Но ведь на самом деле те, кто становятся лидерами, ведь их кто-то лидерами сделал, кто-то же их туда вот натолкал, да. И именно вот Денис и еще несколько ребят, они и были теми пацанами, которые не давали расслабляться. Ты приезжаешь на соревнования, и ты понимаешь, так, помимо того, что тебе надо поднять вот эти килограммы, там есть парни, которые тоже могут преподнести определенные сюрпризы, и ты постоянно на них обращаешь внимание, и они являются твоим вот этим вот поколением. Не только там Дима Лапиков, Берестов, там Писаревский и так далее. Да, это вот лидеры, но этих лидеров кто-то все-таки сделал. И вот Денис, он как раз таки один из вот этих ребят. Поэтому очень было интересно Дениса послушать уже после того, как мы закончили свою спортивную карьеру, как он вообще на все это дело смотрел. Так совпало,
что вот сейчас, двигаясь в автопробеге, мне попадаются все ребята, с которыми я выступал в категории 105, а также наши предшественники, а также ребята, которые уже после нас. Вот так складывается, знаешь, как-то вот, видимо, все где-то, кто-то на сборах, кто-то чем-то занимается, а вот 105-ники, там 108, все как-то вот на виду, и все идут на контакт. И поэтому, когда я сюда ехал, думаю, ну, блин, если уж так все складывается, классно было бы еще Дениса встретить. Поэтому спасибо, что согласился, приехал. К сожалению, пропуска не успели оформить, чтобы к вам туда попасть. Да, Вот. интересно было бы. У нас же не было сначала сборной, ну, как бы у нас Северск был отдельно, Томска отдельно. Потом нас, когда соединили, вот это было просто классно. Просто толпа народу, все там категории. И в пояс садятся, галдеж, там свои дела, там это курочку достали, там ножку оторвали, укусили. Ой, запоминающее все. Я до сих пор, когда дома холодная курица, я когда ее кусаю, я вспоминаю поезд. Вся спортивная жизнь перед глазами. Просто вообще классно. Загружают нас там в гостиницу, там все эти там с чашками, кипятками, там все это что-то заваривают, это все. Ну, интересно, все это, я говорю, и друзья появились, знакомые друзья, общение. Потому что ты там в Северске зал, дом, ну и все. А тут выезжаешь, ну ты выехал, поехал, другой, куда-то это. А когда меня повезли, по-моему, в 99-м году на море, я просто прыгнул в море, я не мог понять, почему оно соленое. Вот это было для меня запоминающее. Ну, хорошо было, интересно все, вспоминать это. Классно. У меня был, скажем, пик, или не пик, то есть я был в форме. То есть я с весом 106 порвал 200 в Красноярске. И в Красноярске это что, соревнования? Соревнования были в Красноярске, проводились что очередные. Там я не помню. Блин, ну памяти кого-то там, вот, блин, вот извиняюсь, конечно, вот, извиняюсь, из меня вот такой тяжелоатлет, ну вот, памяти нету. И я порвал там 80, 90. И 200? И 200. Ни хрена себе. Но я ее не удержал, я ее поймал, начал вставать, у меня локоть хрустнул, я ее бросил. Все, вот у меня вот был всплеск такой, то есть как бы вот интересно было. Ну, рекорды я там побил. Вот как раз, Андрюха, если что, будешь смотреть, привет тебе. Его рекорды в рывке, то есть его стояли рекорды, то есть я побил его рекорды. То есть как бы, ну, толчок у меня, конечно, отставал. То что я буду лукавить не будем, как бы, да, какой был, такой был, да. Короче, рывкач. Рывок вот у меня был, да. С вами я бился на России, но я видел, что, ну, я хоть и штанов выпрыгну и обратно на них запрыгну, но я на данный момент, как бы, у меня уже и, ну, не буду я жаловаться на возраст, ну, и уже, как бы, у меня уже подходило, да? Подходило уже, то есть, ну, как бы, совсем, скажем, другая подготовка. Ну, скажем, ну, своими словами, другая подготовка. Вот так, все. Я смотрел за вами и, грубо говоря, ну, мне было интересно. Вот встретились, скажем, там, ну, назову 2 танка такие, у кого больше снарядов, да, тот и, ну, и победит. Ну, блин, интересно было смотреть. Мы на самом деле в рывке мы всегда тебя брали во внимание, знали, что ты можешь выскочить. Ну, рывок у меня был хороший, не совру, даже не похвастаюсь, просто, помнишь, не помнишь ты, Дим? Мы были на сборах под Москвой в Подольске, по-моему, или что. Я же там 200 тоже порвал, только в лямках. Я порвал 200, и ты в зал зашел. То есть, ну не знаю, ты не увидел, не видел. У меня там рывок, я его просто понял. В Новосибирске Слава Ивановский. Он меня назвал, мы сидели в РУЗе на сборах, я там рвал, он же рвал 200, и он на соревнованиях рвал 200. С виду в полуподсед. Ну, да, очень хорошо, да. То есть он меня назвал, короче, железным дровосеком, не знаю почему. Ну, то есть, видимо, видел, и мы с ним на каких-то соревнованиях даже, он порвал 95,
А я что-то там даже ходил на 97, я ее прокрутил просто. И есть- как бы он посмотрел на меня, как бы, ну, вот я порвал. На самого Вячеслава Ивановского замахнулся. Маленечко было дело как-то так, да, было дело, да. Ну, В следующий город, который мы должны были ехать, именно Красноярск, туда очень хотел попасть Славян. И те, кто на него подписан, знают, что он занимается регби и тренирует регбистов, и выступает по этому виду спорта. И в Красноярске есть команда, которая на российском уровне, это как на мировом уровне там All Blacks с Новой Зеландии, да? То есть это, наверное, самая крутая регбийная команда в России, и для него было очень интересно их всех увидеть. И когда он приехал, он прям туда ломанулся, и пацанов увидел, и девчонок, потому что с некоторыми из этой команды он общается, и вот он прям вот получил удовольствие. И уже потом мы все вместе пошли в зал тяжелой атлетики, где нас должен был встретить Александр Попов. Это призер чемпионата мира, участник Олимпийских игр. Ну, это прям такой крутой штангист времен моего отца. И там же оказался Андрей Киселев. Очень приятно было его увидеть. Я очень хотел его увидеть, но как-то хотел позвонить, все откладывал. И оказалось так, что он сам туда приехал, за что, Андрюх, тебе очень огромное спасибо. Расскажу одну историю про Андрея. Где-то в 90, может быть, 7 году, что-то вот в тех датах, мы приехали с Ярулиным Айдаром Флюровичем в Сургут на чемпионат России. И я тогда только вот начинал заниматься, а Айдар Ярулин, видимо, знал, что я где-то вот там буду в 105 выступать. И мы с ним сидели, он говорит, вот на вот этого вот парня посмотри, вот очень крутой, очень талантливый, вот тебе с ним в будущем предстоит рубиться. Он уже тогда прям, поднимал, он подходил к лидерам сборной, да, а я только вот начал, да, и вот Айдар как в воду глядел, и спустя какое-то время мы с Андреем начали и выступать, и на сборах несколько раз были. И мне, конечно, интересно было его увидеть, и интервью с ним записать. Вот. И, конечно же, они нам показали весь город, показали все залы. Первый зал, который мы посмотрели, я так понял, что это, в принципе, их основной исторический зал, где все они там и начинали, и занимались. В прикольном месте, как раз-таки в соседнем здании со стадионом, где занимается вот этот вот регбийный клуб, куда Славик ходил. Место классное, но, конечно же, нужны там и ремонт, и оборудование там, такое все ржавое, старое. Вот. Ну, история, исторический зал. Следующий зальчик, который мы посмотрели, он был в другом районе. Это такой... знаете, обычно в таких местах, мне это бросилось в глаза, обычно в таких местах открывают парикмахерские, салоны красоты, какие-то небольшие продуктовые магазинчики, именно вот в таком антураже, в таких местах, да, а здесь зал тяжелой атлетики, то есть они прям на кафель бросили резину, поставили сверху еще помост и завезли оборудование и сделали зал. Прикольно, то есть туда 100% люди будут ходить, потому что он в таком хорошем расположении находится, в спальном районе, на Движниковой улице, поэтому мне понравился этот зал, да, у него есть перспектива. Вот. Следующий зал находится в Дворце спорта Ярыгина, это прям, крутое место, и там проходят, я понимаю, так все спортивные мероприятия, все спортивные соревнования. И там же как раз таки есть зал тяжелой атлетики, уже хороший, полноценный. И там они проводят соревнования по тяжелой атлетике, я так понимаю, и городские, и областные. Вот это хорошее место, но это уже современная, да, история. Вот. И еще один зал мы посетили. Это тоже примерно вот уровень первого зала, история. Вот, такое все советское, брутальное. Вот, но атмосферное. Мне такие, как я сказал, места нравятся, хоть оно, может быть, в наши дни уже и
не должно быть. Вот. Ну и потом мы уже поехали, покушали и, конечно же, пообщались, записали интервью. Я считаю, что я фанат тяжелой атлетики, как бы это громко не звучало. Может, там с высоты Москвы мы тут крестьянами смотримся, да, какими-то. Ну, и я себя считаю фанатом. Ну и всегда у нас шла речь о том, вот кто выполнит международника, тому там какие-то бытовые условия, да, улучшат, там, может быть, там, или, не знаю, там, какая-то финансовая поддержка, может быть, какой-то автомобильчик, там, ну, Жигуль какой-то, да, может, какую-то квартиру, гостинку хотя бы. Не подарили ничего вообще. Какие-то кроссовки, которые через неделю порвались. Директор спортшколы подарил мне. Кроссовки подарил и спортивный костюм. Ну, спортивный костюм я соседу отдал, который грузчиком на рынке работал. А кроссовки носил сам. Ну, они порвались через 2 недели. То есть у меня после этого был такой эмоциональный спад. Я не знаю, может, так во всех регионах, ну, какие-то блага предлагаются, да. Ну, вы не говорите, да, что мы что-то тебе там. В 99-м году, кстати, в Сыктывкаре мы командой из 5 человек, а когда уже команды были по 8 человек, мы в 5 командой стали 3-ми на России. Представляешь? Так. Да, приезжаем мы домой. Ну, а как бы все там на стипендиях сидят, у всех как бы дела не очень хорошо идут, да, то есть каждая копейка, каждая премия, это, ну, как бы... Существенная прибавка. Да, это вообще каждая копейка на счету была. Вот. Ну и пацаны говорят, ребята, Андрюх, ну ты же вот из нас самый тяж, ну как бы, ну и международник, да. Сходи, как вот, как капитан команды, да, такой негласный. Сходи к директору, попроси на команду. Ну что мы все толпой пойдем? Сходи к директору, попроси премию на команду. Ну, к разговору о развитии спорта и тяжелой атлетики в Красноярском крае. Я пришел к директору. Даже и фамилию его даже называть неохота в эфире. Все знают, кто он такой. Его, слава богу, сейчас нету директора спортшколы. Так. Он сел на кресле, так ногу на ногу закинул, говорит, ну и что, это никуда не идет. Да это вы так там. Для себя? Да, для себя 3-ми стали в России. В большой стране нашей огромной. Команда с 5 там, с 8. Сколько, ну ты представляешь, да, 3-ми на России стать в 5. Это одно было обескураживанием. То есть, в принципе, да, можно сказать, администрация, да, можно сказать, помогала. Да, стипендии были, ставки были. Но столько тянули эмоционально назад, и эмоционально, и финансово, и физически. То есть где-то ты чуть-чуть подпитку спортсменам дай, ну чуть-чуть не хватало. Я тебе уже сегодня говорил, да, что у меня была мечта на России выступить со сборов. То есть настолько у нас тут ситуация была непонятная с тяжелой атлетики, что меня ни спорткомитет, ни спортшкола ни разу не командировали на сборы, чтобы я смог... Ни разу не командировали на сбору, чтобы я на сбор на УТС, чтобы я где-нибудь в Подольске, да, или в Таганроге посидел нормально на сборах. И оттуда прямиком поехал на Россию. Ни разу. Я всегда приезжал с дома. Поэтому мне вот так смотреть, кого-то там обыграть, да, вот, да особо, наверное, такого не было. Всегда было такое, наверное, желание поближе к призам попасть, потому что ты же понимаешь, ну, не знаю, насколько это педагогично можно назвать, и вообще как бы эту дикую ситуацию, когда соединили 2 категории, да, 99 убрали и 108 убрали. Самые такие топовые категории, мощные, да, их убрали и всех собрали в 105. Я и так-то там около призов кое-как был, а тут еще и две категории собрали вместе, я вообще в шоке оказался. То есть, ну ты помнишь, да, когда в 95-м году по юниорам мы были на сборах, я познакомился со своим земляком с Иркутска, Женей Шишляниковым. Вот. Мы до сих пор общаемся, поддерживаем отношения. Вот. И Павлом Георгиевичем Блиновым. И мы в разных категориях были. Я обратил внимание, как он тренируется, сколько он пашет. Я понаблюдал за ним, посмотрел. И я вот про то, что мы сейчас говорим, я понял, что пахать можно еще больше.
Вот за это Шишлянникову Жене спасибо, Павлу Георгиевичу Блинову спасибо. Мы тоже с ним общаемся, ну, когда видимся. Там, давно не виделись, кстати. В зиму я к ним приезжал. Привет ему большой передавай, увидишь. То есть я своими глазами увидел, опять же, к разговору про сборы, что пахать можно еще больше. Что потом по приезду в Красноярск у нас с тренером было невероятное количество скандалов из-за того, что он не писал, на мой взгляд, маленькие планы. Я всегда с ним спорил, всегда ругался, добавь подход, добавь 5 килограммов. Все, это каждый... Но это такая была, скажем так, домашняя семейная ругань, которая приводила только к результату. Если бы все вернуть, я бы еще больше пахал. И я разочарован теми людьми, которые оказались около меня. В то время? В то время, да. Это административный ресурс, когда модно говорить, наверное, или правильно. Тренер мне как отец был, там друзья, все, мы тренировались. Но какого-то фанатизма со стороны руководства я не видел. Они могут говорить, пусть говорят все, что угодно. Я говорю сейчас, как я считаю. То есть, вот так. Но если была возможность начать все сначала и пройти этот путь, Вы сделали еще раз? Я бы сделал бы так и с удовольствием. Дмитрий вам дал бы бой. Ну а дальше мы всю ночь ехали и только к утру добрались до одного, наверное, из самых тяжелоатлетических городов нашей страны, город Зима Иркутской области, где, по словам тренеров старой школы, раньше не было практически ни одного человека, кто не прошел бы через зал штанги, так как в одно время просто идти больше некуда было, а потом уже земляки начали показывать настолько хорошие результаты, что все новые и новые мальчишки и девчонки приходили в зал. Сейчас, собственно, не те времена, но штанга в городе есть, и я уверен будет, потому что люди, которые в данный момент отвечают за этот вид спорта, с горящими глазами. Ребята, у вас классный зал, хороший, в классном месте, у вас много занимающихся. Хочется поблагодарить вас за теплый во всех смыслах этого слова прием. Была и классная встреча, и, естественно, баня. Поэтому я вам хочу пожелать только богатырского здоровья и олимпийских успехов в будущем. Самые же титулованные представители Зиминской школы тяжелой атлетики сейчас проживают уже в других местах. Светлана Подобедова, например, живет в Казахстане, а Татьяна Матвеева и Евгений Шишлянников живут в Иркутске. Собственно, куда мы после этого и поехали. И уже с утра следующего дня у нас началась экскурсия по городу с посещения всех городских залов. Как я вам ранее говорил, для меня Иркутск – это один, наверное, из тех городов, где вот в плане тяжелой атлетики, в плане залов и материально-технической базы, прям все очень хорошо. Я до этого не ожидал, и когда это увидел, то меня это приятно удивило. Мы начали с зала «Локомотив», если я не ошибаюсь. И там, конечно, все упаковано по полной программе. Достаточное количество помостов, хорошие штанги, хорошие блины, высокие потолки, хорошие окна. Место шикарное, рядом стадион. Короче, все очень хорошо. Следующий зал был уже в другом районе. Я специально говорю слово «район», потому что, по словам руководителей федерации, именно такая стратегия у них и есть. Открывать хоть какой-то зал, хоть какую-то точку, все в новых и в новых районах. Вот сейчас я так понимаю, что большую часть районов они закрыли уже по городу, да. И вот тот зал, который мы посетили следующий, он был буквально недавно открыт, и даже по внешнему убранству было видно, что там поставили только все самое необходимое, но все, что было, оно прям очень все аккуратненько, красивенько, достойно, и там приятно, я уверен, будет тренироваться. Вот эти вот деревянные соревновательные помосты, классное новое здание, физкультурно-оздоровительный комплекс. Короче, класс. Третий же зал находится в Байкал-арена. Это, наверное, центровое место. И там же проходят все основные, видимо, соревнования у них. И вот этот зал, прям мне очень понравился. Он небольшой, но он очень компактный и прям упакованный. И когда я увидел аккуратно сложенные грифы, у меня такая мысль в голове пробежала, что я в каком-то шоуруме какой-то компании по производству грифов, да.
Ну, то есть их было так много, и они так как-то эффектно лежали, что у меня прям вот эти, я прям как сейчас это помню. Ну и вообще зал хороший, мне вот действительно он понравился, и из всех залов, в которые мы побывали, я помню, я пацанам сказал, что я бы вот именно вот в этом зале хотел позаниматься. Следующее, то, что мы увидели, то, что мы посетили, это зал, состоящий из двух частей. Я так понял, что в одной части, в старой части занимались раньше. Вот, абсолютно все достойно, аккуратненько. Вот, и сейчас же я понял, что основные спортсмены вот этой вот секции в том районе, они занимаются в другой части. Ну и там тоже все, как вы сейчас можете видеть, все очень красивенько, симпатичненько, хоть и маленькое такое помещение, но мне кажется, там у них тренировки проходят абсолютно комфортно, и опять-таки место очень прикольное. Ну и пятый зал, который мы посетили, это зал, где тренирует и работает Евгений Шишлянников, наш прославленный тяжелоатлет, которого я очень давно не видел, но с которым мне очень хотелось увидеться. И перед тем, как вы посмотрите интервью с Евгением Шишлянниковым, мне хочется обратиться к Виктории, к девушке, которая нам показала весь город, показала зал. И это девушка, которая работает в Федерации Иркутской области. Не бойтесь, берите чемпионат России, я уверен, что у вас все получится. А Федерацию тяжелоатлетики России призываю дать ребятам возможность провести чемпионат России. Именно вот этого, мне кажется, им не хватает, потому что вот все у них есть, и им только не хватает вот этой вот вишенки на тортике, или как у меня звезды на елочке. Я уверен, что если у них он пройдет, а пройдет он хорошо, то это прям у них все взорвет, и люди начнут в этом месте прям жить тяжелоатлетикой. Все остальное у них круто. Ну а теперь интервью с Евгением Шишлянниковым. У нас программу будут смотреть люди, те, которые тебя знают, ну и очень много тех, кто, в принципе, не знает. Это не хорошо, не плохо, это просто новая аудитория, с которой хочется как бы его познакомить, да, потому что ты, как и я, уже для многих история, но историю надо знать. Ну, да. И поэтому попрошу тебя вкратце немножечко назад вернуться к тому, как ты начал свою спортивную карьеру. Ну, мне слово это вообще не нравится, это карьера. Это, так скажем, свою спортивную жизнь я начал. Начал я ее в возрасте 9 лет. Вот. В возрасте 9 лет, когда записался в секцию тяжелой атлетики. С того момента, как я записался, я вот сегодня утром так вспоминал, по-моему, да, или вчера, или сегодня, не было такого, чтобы я меньше 3 дней не был в зале тяжелой атлетики. За все время? Да, за все время. Обалдеть. Вот такого не было. А особенно, когда я в качестве спортсмена, вот, там такого вообще не было. Я, допустим, до Олимпийских игр я не пропустил ни одной тренировки. Мало того, я ни на одну тренировку не опоздал. То есть это не было, я не делал никакой карьеры, я просто этим дышал. Вот. Так вот. У тебя, насколько я помню, было достаточно много травм. И я почему сейчас это вот вспомнил, мне так кажется, потому что я тоже в один определенный момент пытался не пропускать тренировки. И вот я прям гнался, и чуть ли не целый год я провел вообще без отдыха, и потом как-то все начало сыпаться. Не было что-то подобное? Нет, а почему? В правильном направлении разговор ведешь, но это даже не из-за того, что много тренируешься и мало отдыхаешь. Это из-за того, что много тренируешься, разминаешься, тренируешься, а заминку ты не делаешь. То есть вот наш вид спорта, я бы не назвал его каким-то травматичным. То есть он вообще не травматичный, если грамотно подходить к тренировочному процессу в целом. Вот. То есть, ну, взять поколение наше, вот, да и все, кто до нас был. Что у нас, кто-то из спортзала выходил, сделав заминку, там, растянув там, поясничный отдел позвоночника, разблокировав позвоночник, или растянув вот эти мышцы, которые у нас тянут чашечку. У нас вот травма коленей, поясничное отдел, больше ничего. Ну да, слепой случай, это бывает, что локоть ломает. Но это единицы. Вот. В целом-то, да, это у нас спина и колени. Если бы мы, все, кто много тренируется, и ты тоже занимался много, вот, если бы мы делали нормально заминку, вот, после тренировок, я думаю, что можно было очень много лет протренироваться. Вот. Когда ты это понял? Я это...
Я это понял, когда я летел с Олимпиады. 2000 года? Да, 2000 года. Да нет, я даже, знаешь, когда туда летел, я еле отсидел в этом самолете, у меня там все болело. Вот. У тебя родители не спортивные? Из спорта? Нет, конечно, родители у меня не спортивные. Вот. К спорту как бы отношения не имели, но здесь даже не из-за того, что они как бы не спортивные, спорт просто вот этот город, да, вот, где вообще спортивных секций не было. У меня мама, она из Черемхова, вот, хотя у нас Черемхова, можно сказать, тяжелая атлетика-то и зародилась. Вот, вы его проезжали, этот город. Ну просто их детство, может быть, они даже не знали, что есть спорт. Нет, они знали, что там физкультура, но такого, чтобы... Вот, ну, это довольно маленькие города со сложными там, бытовыми, социальными условиями для жизни. И как бы вот не до спорта. Это у нас спорт все-таки... Вот Иркутск, да, он там 60-х, 50-х, там, это было всегда. А в маленьких городах это как бы... Потихоньку, и, собственно, тяжелая атлетика у нас в 1972 году появилась. Это вот новатор у нас, Павел Георгиевич. Благодаря ему это все у нас появилось. И у нас в зиме тренировалось столько там тяжелоатлетов, но их вот, там очень много. Слушай, ну до сих пор сохраняется вот это вот. Ну да, там банда такая, что... У меня на улице, если вот так вот брать мою улицу, вот юбилейная, у меня... на этой улице 2 международника, кроме меня. Обалдеть. Да. Бойцовские качества хорошие у него. Вот это мне запомнилось. А в плане вот соревнований, вот какие соревнования запомнились больше всего? Да, на всех соревнованиях. На всех? Да. Я его, другие ООО, а он все вперед, его только останавливай вовремя. Не всегда получалось, да? Да. Я кайфанул больше от всего, когда я выиграл первенство Союза в 16 лет. Серьезно? Да. И эта медаль мне самая дорогая, потому что чемпионатов в России, Европы и мира их, наверное, еще будет. Хотелось бы, чтобы побольше в нашем виде спорта. Но чемпионатов Советского Союза, первенств уже, конечно, не будет никогда. Это про самое яркое. А что в результате можно сказать, что не получилось? Вот это что больше всего такое остался? Осадочек? Ну, осадочек это, конечно, не реализация тех результатов, которые я мог поднять. Даже не то, что там амбиции, там, где я мог выиграть Олимпийские игры, да, вот если я в 99-м году поднял столько, сколько выиграли Олимпийские игры. Нет, я даже вот, и даже не из-за этого, а просто не поднял того результата, на который я был готов. Не слушается. Серьезно? Свое мнение, молодежь, свое мнение. Я говорю, не надо, береги себя, все. Нет, надо вот так. И немножко это потянуло. Про спину вы? Да. Твой тренер сказал, что, готовясь к Олимпиаде 2000 года, где-то не послушался, где-то не смог себя сдержать. Да, нет. Что непосредственно разговор такой был? Нет, сдержать себя не послушался. Если начало разговора, да, я говорю, что вот у нас, что это, мы не увлекались вот именно тренировочным процессом в целом, мы не делали никаких заминок. А что я не послушался? Когда я говорю, летел на Олимпиаду, там почти сутки лет, я в самолете сидел, у меня болело. Ну я думаю, мне уже как-то что-то хотел найти, чтобы избавиться от этой боли. Вот, да, я пошел там к мануальному терапевту в этом олимпийской деревне. Там женщина какая-то худая, она там еще деньги успевала брать. Потом, когда со мной все случилось, она в больницу ко мне приехала. Ты не говори никому, что я себе деньги брал. Да, это же она меня там крутанула. Она меня крутанула, и у меня там, по-видимому, что-то вот встало вот не так, когда я потом штангу потянул, это 92 у меня щелкнуло. Вот прям такой щелчок, это резкая такая боль.
Вот. То есть какие-то предпосылки были уже до того, как ты к ней пришел, когда летел уже, да? Ну нет, у меня были просто боли. Надо было просто, наверное, как бы обезболиваться, дотренироваться, выступать. Но я думал, она что-то, может быть, сделает. Вот. Ты, когда же спина болит, ты же начинаешь там спину вставлять, начинаешь крутиться, вертеться, там, щелкать, там, думаешь, а может быть у меня там что-то не так стоит, может мне сейчас что-то поможет. Вот. Вот, но тем не менее, первый подход все равно справился. Ну, справился, а что? В такой был форме, как с ними не справиться. Он как вышел, тягу сделал, он вырвал первый 185, 190 пошел, тягу, просто оторвал и все. Я говорю, что такое спина, ну и все. С меня подпор. Ну что ты, готовились, столько лет шли. Видишь, как бывает. Нет, второй подход что? Я тяну, я просто вот такой вот выстрел в спине. Вот, как будто тебе вот кто-то стрельнул в спину. Ну и все, и причем он такой щелчок сильный. И я назад возвращаюсь, вот, прям эта боль растекается. Ну и все. Ты думал, что впереди еще одна Олимпиада может быть? Ну, конечно, я как бы вот, ты понимаешь, ну ты думаешь, да, ты этим... Ну, живешь, как ты сказал. Тебя вот эта инерция как бы дальше тянет, ты как бы и не думаешь ни о чем следующем. Ну ты не думаешь, да? А твои соперники же тоже об этом мечтают. Ну, да. Вот. И здесь, может быть, я просто знаю, что, может быть, как бы рановато начал, надо было еще, может быть, подольше повосстанавливаться. Может быть, рановато начал поднимать, но... Почему Женя завершил свою спортивную карьеру? Ну, травма, как спина и это. Уже не вариант был восстановиться, да? Да можно, он пытался что-то. Потом тут семейные дела, тут, в общем. Эмоциональная Олимпиада, это вот, ну, действительно, там, ты приезжаешь в эту олимпийскую деревню, у тебя там настроение, это праздник. А у меня праздник был каждая тренировка. И вот я на каждую тренировку ехал, и я как вот эмоции такие же получал, как вот, да, вот так вот. И я, вот, знаешь, даже, меня это не сломало нисколько, и я дальше как бы продолжал. Но вот меня просто что, сдержала спина, вот. Да. Вот да, часто вот. Сейчас уже даже люди в юниорском возрасте уже как-то даже перегорают. Как-то уже, знаешь, просто как на работу ходят. Как ты думаешь, почему у тебя получилось так всю свою спортивную карьеру, как нелюбимым словом карьеру, да, вот, продержать эти эмоции, сохранить любовь такую, за счет чего? За счет чего? Как продолжать любить это дело, а не относиться к этому как просто к работе? Как к работе? Вот, да я вот даже сейчас вот как бы формулировок не найду, да. Я, ну, опять же, я говорю, что я и на сегодняшний день, да, я сюда больше вкладываю, чем зарабатываю, ну, зарплатами как тренер. Вот. А тут, знаешь, может быть, это из-за наставников, из-за тренеров, которые вот, тебе зернышко это посеяли. У нас со мной работал великий тренер. Вот, великий тренер, великий детский тренер его, и со взрослыми это человек, который подготовил огромную плеяду высококвалифицированных спортсменов. Ты имеешь в виду, с той философией, с которой он относился к делу, он и передал вам, да? Да, и она просто, это же, знаешь, это же религия целая. Любой вид спорта – это целая религия. Наверное, все уже. Подустали уже? Да. Это, чтобы тренировать, надо хорошо тренировать, а плохо я не могу так тренировать. Так что пускай все ребята нормально. Работают, поддерживают. Все, я только буду радоваться. Спасибо большое. Спасибо. Мое время закончилось. У тебя много было соперников, и все, в принципе, такие достаточно именитые. Но с кем тебе больше всего было вот интересно соревноваться? Денис Готрид. Почему вот именно я его назвал? Потому что мы знакомы с ним лет с 15. Он же у нас из Кургана. Вот, и мало того, мы на сборах с ним пересекались еще по юношам. И на сборах нас как раз Павел Георгиевич и тренировал. Вот. Но я тогда понял, и тогда еще с самого детства я понял, что этот человек просто тоже преданный тяжелой атлетике. Прямо она через него прошла.
Вот, и, конечно, я его и любил вот из-за этого. И, конечно, с ним, мне не то, что как бы вот прям соревноваться, а я кайфовал с ним на соревнованиях. А из наших ребят? Ну, Слава Ивановский. Серьезно? Слава Ивановский. Ну, Слава, он такой немножко, как сказать, харизматичный дядя. Вот, да. Конечно, как же с ним. Я его люблю, его Славу Ивановского. То же самое, я что, лет с ним 15 знаком. Он же тоже в своем доме вырос. И я его первый раз, мы встретились на юношеских соревнованиях, наверное, в возрасте, 14 или 15-летнем. Вот. И мы сидели, он выступал, по-моему, тогда еще, уже ему лет 15 было, он уже в 90 выступал. Он такой: а ты в своем доме живешь? Я: да, в своем доме. А свиньи есть у тебя? Я говорю: нет, у нас корова, а у нас свиньи есть. Вот. Ну да, Слава. Для любого спортсмена таким является очень ужасным моментом, когда все-таки ты закончишь спортивную карьеру, что ты будешь делать после нее. Ты вот когда так фанатично тренировался, у тебя были мысли о том, что все-таки когда-то это закончится? Нет, мысли, может, были, но я говорю, что всерьез не воспринимал. Опять же, я говорю, начало разговора вспомнить, что мы с Олегом разговаривали перед чемпионатом, а я, говорю, считаю за подлом думать о чем-то будущем. Надо, если ты сейчас этим занимаешься, если ты сюда пришел, ты и занимайся. Жень, но все-таки спорт призван, наверное, все-таки какой-то такой этап пройти и подготовить к большой жизни, такой, к будущей жизни. Да, нет, она у всех большая, и потом я уже, конечно, стал думать, что жизнь-то, она на этом не заканчивается, оказывается, тебе еще надо прожить еще. Вот у меня... Ответственность там появится намного Вот уже больше. после Олимпийских игр прошло 20 лет, да? Вот, а оказывается, еще жить и жить. Вот, и сколько нам намерено, мы не знаем, но тем не менее мы живем, да. И вот, и да, это, ну это вообще, это целый разговор, да. Я вот сейчас вот думал, и это целый комплексный разговор. Если не думаешь, да, вот я после Олимпийских игр, я 3-4 месяца, вот я раз оказался, я на улице оказался, я не знаю, что сколько стоит в магазинах. Я вообще социально неадаптированный человек. Вот. И это большая проблема, и многие люди сломались. Если ты был в зиме, ты, может, я не Борткова не видел? Да это не только в зиме, это вообще так. Это вообще в целом тенденция. И здесь не каждый становится олимпийским чемпионом, потом депутатом. А это люди, которые на гребне волны. А вывела их на этот гребень целая масса сильных спортсменов, да, которая вот потом раз растеклась, одного вывел, он стал депутатом, да, допустим, и как бы вот... Или бизнесменом. Да, ну бизнесменом еще... Бизнесменом не у каждого получится еще стать, это тяжелая работа. Вот, или, ну, в общем, где-то остановился, а вот эти вот люди, они схлынули. Чем они занимаются, никто не знает. Это еще ладно, мы штангисты, у нас как-то вот немножко такие вот, привыкшие люди пахать, вот, и многие, которые вот как бы, если после устроились работать, люди привычные к тяжелому труду, они будут работать. Вот. И все мои соперники, ну, хотя бы по Сибири, там, Славу Ивановского, Андрюха Киселева, ну, довольно успешные люди и довольно прилично зарабатывающие. Я сегодня вот с утра катался по городу, с людьми общался и слышал, что ты много помогаешь в разных вещах, да? И понимаю, что вот эту вот возможность помогать тебе все-таки дал бизнес. Поэтому вот хотелось бы понять, как ты в бизнес пришел и хватало ли тебе вообще навыков, умений. Если нет, то как ты адаптировался? Потому что это очень важный момент. А адаптировался я как? Нас приучили пахать, наши тренера. Вот. И когда ты умеешь преодолевать сложности, оно и здесь как бы преодолевается. А если брать эти виды спорта технические, ну да, ты здесь не считаешь и не высчитываешь что-то, как, допустим, не решаешь какие-то уравнения, но ты же здесь думаешь своими мышцами, своей головой, через свое тело. Вид спорта-то у нас довольно сложно. Ты заметил, что тяжелоатлеты в целом очень неплохие водители? Водители? Да, водители автомобильные. Вот, очень хорошо чувствуют машину. Вот. Это из-за того, что мы занимаемся техническим видом спорта, я считаю. И это, собственно, как бы дает, далеко не глупые люди, тяжелоатлеты, но во многом. Да и вообще в целом технические виды спорта это довольно интересные и не глупые люди. Вот. И
освоить все это было довольно как бы несложно. Здесь просто нужно было упереться и также вот пробивать эти стены, и бить в одну точку и работать. А оно как бы само собой все как бы пришло. Ну вот сейчас тем, кто на сборах сидит, ребятам, вот что бы посоветовал в плане подготовки к выходу из спорта? Я посоветовал вообще из него не уходить. Не уходить? Да, не выходить. То есть в душе всегда хотя бы, если даже ты не входишь в спортзал, но в душе всегда оставаться честолюбивым человеком и любящим свой вид спорта, да и вообще спорт в целом. Вообще не выходить. Хотя бы вот как бы в сердце, в душе. Оно само собой все придет. Вот. Все эти там достижения, какие-то там социальные там лифты, да, конечно, я подтверждаю общее мнение, да, социальный лифт, да, у нас на сегодняшний день, может быть, в России, да и в целом в мире, это, наверное, только спорт остался. Дети депутатов станут депутатами, дети министров станут министрами, бизнесменов, может быть, станут бизнесменами, хотя не у каждого еще получится. А для обычного человека вырваться из спорта. Да, а у обычного человека из социальных лифтов, я считаю, что только остался, наверное, спорт, да. Ну и что еще посоветую? Жизнь любить. Вот. Не все она будет. Люди, которые как бы жизнь не любят, долго они не проживут. У них ничего не будет получаться. Ни в чем. Ни в спорте, ни в дальнейшей жизни. Насколько я вот помню, находясь с тобой на сборах, ты такой всегда был суровый дядька. Но все-таки бывали иногда моменты, когда ты так улыбался. Вот сейчас, что тебе приносит такое удовлетворение, от чего ты улыбаешься? Да я много чего улыбаюсь. Вот я сейчас Соня тренировалась, с ней сядешь, ты берешь, ты уже высокий дядька, а когда ты с ребенком общаешься, лучше всего общаться, когда садишься на корточки. И смотришь ему в лицо, рассматриваешь это детское лицо, и невольно начинаешь улыбаться. И они же тебя в этот мир погружают. Вот ты там, допустим, пролетаешь там мимо того, что ты уже в детстве не... А они же, вот раз, Евгений Александрович, вот она мне там про какого-нибудь муравья рассказала. Ну, от этого кайфуешь. Вот. Ну, а если так, ну, чего улыбаешься? Да, от общения с друзьями. Вот, от всего того, чего улыбаются другие люди. Женя, у нас с собой супруги с одного города, с одного места, в принципе, передаю привет. Хорошо. Я помню, мы на свадьбе у вас были. Да, ты же мой сват. Вот, поэтому я помню, да. Рад, что у вас все хорошо. У нас тоже все хорошо, поэтому вот. Спасибо тебе большое. И тебе тоже. Спасибо. Кстати, пока мы общались с Евгением, Славик и Димон вместе с Татьяной Матвеевой, нашей известной тяжелоатлеткой из города Зимы, которую я чуть ранее упоминал уже, плюс ее друзья, они ездили на Байкал купаться и в ресторан. И у меня, к сожалению, не получилось. И сейчас уже можно констатировать, что в Байкале со стороны Иркутска я до сих пор еще не купался. Хотя в Иркутске я уже до этого был. И был я зимой, прилетал на семинар. И помню, выхожу я из аэропорта на улицу и понимаю, что это настолько было холодно. Вот я это как сейчас запомнил. Машины еле передвигаются, снег скрипит, хрустит. Ну, это вообще такие ощущения. И, короче, получилось, что я уже был зимой, а сейчас побывал летом. И именно вот в том зале, куда я прилетал работать ранее, у нас со Славой был семинар на следующий день в CrossFit Атлант. И потом мы после семинара рванули в Улан-Удэ. Вот если мы будем говорить про российские дороги, то Архангельск-Сыктывкар мы вам уже показывали и рассказывали, насколько они были такие оригинальные. А здесь мне запомнился такой момент, что это постоянный серпантин, я не знаю, сотни километров или сотни километров, я уже не помню, но это прям постоянный серпантин. И плюс в одном месте, я помню, я включаю дальний свет, и передо мной асфальт поднимается вверх. Вот там в одном месте дорога поднимается вверх, вниз, вверх, вниз. Это как стиральная, доска. И для меня это было настолько неожиданно, потому что я ехал на ближнем свете, и когда я включил дальний, то передо мной оказалась вот эта вот стена из асфальта. И потом, чтобы уже вот в эту ситуацию не попадать, вот в это, да,
я смотрел на отбойник, потому что отбойник как раз таки копировал то, что происходит на дороге. Пришлось ориентироваться по отбойнику, но я такого вообще никогда в жизни не видел. Это, конечно, вот дорога просто прикольная. Единственное, мы ехали в классном настроении, хоть это была и ночь, но я помню, прям эта дорога принесла какое-то даже, я скажу, удовольствие. И уже когда мы приехали с утра, мы поехали на Байкал с нашими друзьями, с Улан-Удэ, в то место, где год назад или 2 года назад я уже был. В один момент я понял, что я хочу немножечко психологически отключиться, перезагрузиться. И вот как раз таки меня ребята еще позвали на семинар. И я решил, что вот я приеду на пару дней раньше и побуду один дикарем на Байкале. Вот, наверное, из всех моих таких туристических поездок, вот та поездка, она запомнилась мне больше всего. Я жил абсолютно один, у меня было 2 друзей, собак, и вот мы 2 дня с ними везде тусовались. Кстати, вот кто на меня в Инстаграм подписан, посмотрите там в сохраненных сторис, это, конечно, прикольно. Еще мне запомнились огромнейшие комары. Короче, поездка была классная, и именно вот в это место мы в этот приезд повезли Славика и Димона. И я помню, что тогда было ветрено, Димон куражнулся, искупался, а Славик, видимо, такой же теплолюбивый, как и я, поэтому мы на всю эту красоту посмотрели, полюбовались и поехали обратно. Ну, а следующий день мы походили уже по городу, позаписывали с ребятами, нашими товарищами про тяжелую атлетику интервью, потренировались. Ну, короче, Улан-Удэ, как всегда, на высоте. Парни, вам огромнейшее спасибо. Как уже мы недавно переписывались, уже скучаем и, надеюсь, скоро увидимся. Увидимся в этом году. Ну и уже на следующее утро мы были в Иркутске, опять в Иркутске, в аэропорту, где я паковал сумку, и как раз таки мы в этот момент должны были с пацанами расстаться. Они должны были потихонечку двигаться в сторону Москвы, а я за следующую неделю должен был слетать в Хабаровск, из Хабаровска на Сахалин и потом во Владивосток. И затем мы должны были увидеться через неделю в Ульяновске на открытии тяжелоатлетического центра. Я не знаю, если честно, как прошла их дорога обратно. Я не спрашивал, но все живы-здоровы. Машина цела, а я скажу честно, я переживал за это. Дорога есть дорога, машина в чужих руках, я переживал. Ну, все хорошо, вообще все хорошо. Вот, ну а у меня получается, первое это был Хабаровск, я прилетел, помню, весь день сначала я отдохнул, просто вот ничего не делал, я вспомнил, что вот примерно так же у меня часто проходят мои дни перед семинаром. Я приезжаю и просто я ничего не делаю, отдыхаю. Вот, собственно, вот так вот я немножечко переключился в Хабаровске после вот такого вот большого автопробега. И на следующий день мы поехали снимать зал, а зал в Хабаровске исторический. Там тренировалась сборная перед одной из Олимпиад, если я не ошибаюсь, перед Сеулом. Зал такой советский, атмосферный. Вот. Но мне он понравился. Там же в этом зале проходят, я так понимаю, местные соревнования. Потом погуляли по городу. Затем с Дмитрием, президентом Федерации, записали интервью. Была классная погода. Ну, Хабаровск, короче, прям понравился. Я там был первый раз. И затем я полетел на Сахалин. Вот, если честно, я вообще не знал, что мне ожидать от Южно-Сахалинска, от Сахалина. Но когда я летел на самолете и уже мы приземлялись, вот все, что я увидел, меня очень удивило. Я не увидел колхоза, вот какой-то такой прям вот деревни, разрухи. Я не ожидал. И когда мы уже ехали по городу, я видел реально современный, ну, скажем так, богатый город. И меня это очень удивило. Вот если вы не были на Сахалине, ребята, я вам просто очень советую. Да, это далеко, но оно того стоит. Я немножечко скажу про штангу.
Мы заехали в зал, поснимали зал, записали интервью, все по тяжелой атлетике. И потом ребята меня повезли, я не знаю, это море, наверное, скорее всего, да, на море. И там они поймали рыбу, приготовили уху, тут же засолили икру. Ну, короче, это было настолько круто, я не знаю, мне очень понравилось. Вот, то есть, вот по всем позициям, если касаемо штанги, все круто. Город очень круто. Встретили шикарно, вкусно. Меня Сахалин очень сильно произвел впечатление, поэтому всем, кто встречал, со всеми, с кем увиделись, ребята, вам огромнейшее спасибо. Я всем советую туда приехать и уверен, что сам при первой же возможности я приеду к вам еще раз. Спасибо большое. Вот. И затем я полетел во Владивосток. В Владивостоке я уже был несколько раз до этого, поэтому я летел, ну, не как домой, но куда-то в очень такое знакомое место. Тоже я прилетел, помню, дождик был. Весь день я сначала отдохнул, а уже на следующий день у меня была и съемка в зале «Богатырь», такое двухэтажное здание, отдельно стоящее, и с тренажерным зальчиком, и с восстановительным центром. Ну, прям такая, я не помню, школа, что ли, это или что, но местечко, короче, такое приятное, все так в баннерах, все так красиво, классно провели встречу. Вот, потом тоже съездили, записали небольшое интервью, ресторанчик. Ну, короче, во Владивосток, как все домой, давайте так скажем. И потом я слетал в Ульяновск, встретился с пацанами. Съездили мы вместе на открытие тяжелоатлетического центра. И затем, не помню, там уже в масштабах всего нашего автопробега не так далеко мы доехали до Москвы. И на следующий день мы начали монтировать площадку в Лужниках. В Лужниках весь день, как всегда, монтировали наш шатер, завозили оборудование, выставляли декорации, встречали гостей мероприятия. Вот, а из гостей был, я помню, и Андрей Арамнов приехал с товарищем Тяжиком. Такая дорога у них была, конечно, трудная. В тот момент граница с Россией и Беларусью была закрыта, но мы это сделали, и Андрюха оказался на мероприятии как суперзвезда. Вот, прилетел также Дима Лапиков, за что ему огромное спасибо. Вот, на следующий день все началось с дружеской такой встречи, где ребята ответили на вопросы всех желающих, всех гостей. Ну и вообще мероприятие прошло очень классно.